Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. В прошлый раз мы с вами связали бычка и коровку в одежде, а сегодня хочется продолжить тему символа 2021 года и предложить вам мастер-класс по вязанию вот такого бычка с челкой по имени Боря. Рост его примерно 17 сантиметров с рожками, а длина около 13. Ножки, тело и шея – это одна деталь. Он устойчиво стоит, так как в ножки вставлен каркас. Для вязания использованы всего два цвета пряжи. Сам бычок светло-коричневый, а копыта, мордочка и рога белые. Мастер-класс будет состоять из 3 частей. Сегодня в первой части, в самом начале, я, как всегда, покажу и расскажу про материалы и инструменты, которые нам понадобятся. А затем мы свяжем рожки, ушки и голову, а также вставим глазки на безопасном креплении. Во второй части мастер-класса мы полностью соберем голову, пришьем к ней ушки и рога и сделаем утяжки для глаз, ноздрей и ротика, а также свяжем ножки и животик бычку. Ну и в третьей, последней части мастер-класса мы довяжем тело, пришьем голову, оформим копыта, сделаем хвостик и челку. И у вас получится такой же замечательный бычок. Ну что, начнем? Для работы нам понадобится пряжа всего 2 цветов. Белая для копыт, рогов и мордочки и светло-коричневая для всех остальных деталей. Для вязания я взяла пряжу Yarn Art Ideal. Это 100% хлопок, метраж 50 грамм на 170 метров. Вязать буду крючком 2 мм. Еще нам понадобятся глазки на безопасном креплении. Диаметр их 8 мм. У меня обычные, полностью черные. Чтобы бычок устойчиво стоял, необходимо сделать каркас для ног из проволоки или провода. Я для своих игрушек люблю использовать обычный одножильный провод с ПВХ покрытием диаметром 2,5 мм. Он гибкий и при этом хорошо держит форму. Нам понадобится не более 40 см. Концы провода будем обматывать лейкопластырем на тканевой основе. Чтобы голова бычка не перевешивала и игрушка не заваливалась вперед, в заднюю часть тела для баланса необходимо уложить утяжелитель. Им может служить небольшой камень или что-то другое на ваше усмотрение. У меня это морская галька. Вот и все. А из инструментов нам нужны будут ножницы, игла с широким ушком, набор английских булавок, а также палочка для набивания наполнителем и синтепух. Итак, приступим. Займемся головой. Сначала берем пряжу белого цвета и вяжем первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Для этого накидываем пряжу на палец, набираем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия, и прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд 6 прибавок, то есть в каждую петлю предыдущего ряда провязываем по 2 столбика без накида. Третий ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз.
Четвертый ряд. 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Пятый ряд. 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Шестой ряд. 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Седьмой ряд. 5 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Дальше вяжем 6 рядов по 42 столбика без накида в каждом. Вот мы провязали 13 рядов. Дальше вяжем 14 ряд. 5 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Я предпочитаю делать не обычные, а невидимые убавки. Для этого ввожу крючок за переднюю стенку первой петли, затем ввожу крючок за переднюю стенку второй петли, провязываю их, а потом провязываю 2 петли с крючка. Получилась невидимая убавка. Вы можете вязать самые обычные. Продолжаем. Пятнадцатый ряд. 36 столбиков без накида подряд. Шестнадцатый ряд. 4 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Последнюю убавку провязываем не до конца, для того, чтобы сменить цвет пряжи. На крючке у нас осталось 2 петли. Берем пряжу светло-коричневого цвета и ею довязываем эту убавку. А ниточку белого цвета можно обрезать на небольшом расстоянии. Вот мы сменили цвет пряжи. Далее натягиваем хвостики и вяжем 4 ряда по 30 столбиков без накида уже коричневой пряжей. При этом хвостики ввязываем.
21 ряд. 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Дальше вяжем 4 ряда по 36 столбиков без накида в каждом. Пришло время вставлять глазки. Делаем это на противоположной стороне от контрастной нити, чтобы ступенька перехода от одного цвета к другому была спрятана снизу. Я уже наметила отверстия для глаз. Они должны располагаться между 18 и 19 рядами, то есть на 2 рядочка выше белой части детали. Расстояние между глазками 2-3 петли, чтобы они были близко друг к другу. Берем глазки, вставляем первый, второй, вот так они должны выглядеть. Теперь можно закреплять. Все, глазки закреплены. Дальше будем набивать белую часть головы наполнителем. Вот как деталь выглядит после набивания. Продолжаем вязать. 26 ряд. 4 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Двадцать 27 ряд. 3 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Двадцать 28 ряд. 2 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Двадцать 29 ряд. 1 столбик без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Дальше нам необходимо донабить голову наполнителем. Вот мы окончательно набили голову. Ну и продолжим вязание. Вяжем последний 30 ряд и делаем 6 убавок подряд. Стараемся при этом не цеплять наполнитель.
Все, связали голову, обрезаем ниточку, оставляя совсем небольшой хвостик, вытягиваем нить. В конце мы видим, что у нас осталось отверстие. Необходимо его стянуть. Для этого вводим крючок за передние стенки петель последнего ряда и вытягиваем ниточку. Все, ну и теперь сильно затягиваем хвостик. Дальше нам необходимо его спрятать. Для этого вставляем хвостик в иглу. Вводим иглу в голову, выводим подальше, натягиваем нить, еще раз вводим иглу и выводим с другой стороны. Здесь уже ниточку натягивать не надо. Все, обрезаем. Нам осталось только вынуть нить контрастного цвета. Делаем это аккуратно с помощью крючка. Вот такая голова у нас с вами получилась. Дальше займемся рогами. Один рог я уже связала, вот так он выглядит, белого цвета, немного изогнутый. Свяжем второй рог вместе. Берем пряжу белого цвета и вяжем первый ряд 4 столбика без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, набираем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 4 столбика без накида. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия, и прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд 4 столбика без накида. Делаем это так, чтобы сразу вывернуть деталь. Третий ряд 1 прибавка, а затем 3 столбика без накида. Четвертый ряд 1 прибавка, 4 столбика без накида. Пятый ряд 1 прибавка, 5 столбиков без накида. Шестой ряд прибавка, 6 столбиков без накида. Давайте спрячем хвостик от кольца амигуруми, чтобы он нам не мешал. Седьмой ряд 1 прибавка, 7 столбиков без накида. Восьмой ряд 4 столбика без накида, 1 убавка, 3 столбика без накида.
И последний 9 ряд 3 столбика без накида, 1 убавка, 3 столбика без накида. В конце делаем 1 соединительный столбик и заканчиваем вязание. Обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания рогов к голове. Вытягиваем нить и вынимаем нить контрастного цвета. Ну и осталось нам только немного набить наполнителем. Рога для бычка готовы. Теперь свяжем ушки. Одно я подготовила заранее, оно коричневого цвета в форме капельки. Свяжем второе ушко вместе. Берем пряжу светло-коричневого цвета и вяжем первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Опять стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия, и прокладываем нить контрастного цвета. Дальше вяжем второй ряд и делаем 6 прибавок. При этом хвостик от кольца амигуруми в этом случае необходимо обязательно вязать, чтобы он не торчал с обратной стороны. Третий ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Ну и последний 4 ряд 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. В конце делаем 1 соединительный столбик в третью петлю предыдущего ряда. 1, 2, 3. Обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания ушка к голове. Вынимаем нить контрастного цвета. Вот такое ушко у нас получилось. 2 ушка для бычка готовы. Таким образом мы с вами связали голову, рога и 2 ушка. На сегодня это все, ну а в следующий раз я вам покажу, как сделать окончательную сборку головы, а также мы свяжем ножки и животик для бычка. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Вяжите с удовольствием! До новых встреч!